Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев, и уже более 2 месяцев у нас в Киеве карантин, и сегодня его немного ослабили. Открылись рестораны, летние террасы, салоны красоты и спортивные клубы. Илья Перфекто провел 2 месяца в самоизоляции. И вот сегодня он впервые видит меня. До этого он, конечно, видел только курьеров еды, насколько я понимаю, да? Почти так, да. Ну рассказывай, как тебе вообще на улице? Свежо, хорошо. Лучше, чем дома. Я вижу, ты легко оделся, чтобы да? почувствовать все это. Слушай, ну когда впервые приехал в Киев, у тебя было время познакомиться с Киевом поближе? Ну, я пару таких красивых мест увидел. Это там Крещатик, там Мост Дружбы, или как он называется. И в целом все. Потом все закрыли. И Потом начался карантин, да? Да, больше нет. На улице очень холодно, я предлагаю проехаться. Сейчас я тебе покажу немножко Киев и где-то перекусить. Ну и проведем наше интервью. Все, let's go тогда. I guess that when I get to it last, get it that I'm never going back, get it that I'm never going back. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last, get it that I'm never going back, get it that. Бро, ну рассказывай, чем занимался на карантине вообще? Вон Бумыч Valorant играл, приводил себе форму. Саня играл тоже в Valorant. Ты чем занимался? Я Valorant играл? Нет, в КС в особенности. Только Valorant. в КС? В Valorant один раз зашел, посмотрел, удалил. И дальше в КС. Тебе не зашла? Ну, как-то не особо, на самом деле. Там многие рассказывают, что копия КС, типа, посмотрите, приглядитесь, будущее за Valorant'ом. На самом деле копии КС я не заметил. Мне кажется, это смесь какого-нибудь Overwatch и КС, возможно. Потому что эти способности. Не, ну в целом прикольно, но не для меня, я так понял. Короче, тебе больше нравится, когда более реалистично все, да? Ну, именно в шутерах, думаю, да. После того, как ты перешел в Нави и буквально через пару недель уже принял решение о переезде. Расскажи, как принимал это решение, так ли легко тебе все далось, как нам кажется? Потому что ты сразу уехал, и сейчас сам, ну, скажем, в незнакомом для тебя городе, если честно, я бы немножко тосковал бы, правда. Ну, как бы о переезде я не совсем долго думал, потому что, ну, я сам из Сибири, там невозможно играть из-за пинга, поэтому, ну, переезжать мне куда-то надо было. В Калининграде я жил с прошлой командой, и, то есть, ну, разницы не было, или там оставаться, или сюда, потому что... В Сибири похолоднее было? Ну, на самом деле, там сейчас теплее, чем в Киеве. Там 30-ка сейчас стабильно, но в целом, да, холоднее. Ну, вообще есть стереотип, что в Сибири всегда просто там лютые морозы. Это так или нет? Нет, это стереотип в основном. То есть летом там сильно жарко, но зимой, конечно, прохладнее, чем там в том же Киеве. То есть зимой там бывает минус 30, но летом всегда, вот как я не прилетаю, всегда очень тепло. То есть, наоборот, такая разнообразная погода. Зима – это зима, лето – это лето. Сейчас я покажу тебе наши места интересные, такую погоду. Покажу тебе там одну террасу. Это украинские стравы. Любишь украинские стравы? Холодец, вареники. Сейчас мы тогда с тобой перекусим. Ребят, посмотрите, какая просто холодная, мерзкая погода. На улице дождь, мы не сможем прогуляться. Сейчас двигаемся по центру Киева в пробках. Брусчатка везде. Не дает тоже снимать интервью. Но все же, Илья, скажи, пожалуйста, как вообще дома, вот в онлайне тренироваться комфортно? Вообще вот в домашних обстоятельствах комфортно работать с командой? Или все-таки эта изоляция не пошла вам на пользу? Только честно скажи, вот как ты думаешь, как бы было лучше? Если бы вы собирались или... Ну, я думаю, буткемп – это намного продуктивнее. Можно пофиксить очень много ошибок сразу, и намного быстрее процесс идет. Но в онлайне, в принципе, сейчас все начало получаться. Но все-таки хочется на буткемп с парнями увидеться, всем вместе собраться, обсудить многое. Рассказывай, по прилету в Киев у тебя было 2 дня, когда ты мог погулять, а потом сразу начался карантин. Да. Рассказывай, что успел увидеть вообще за это время или вообще ничего не видел? Ну, я как прилетел, сразу захотелось увидеть Киев, потому что на самом деле я давно хотел побывать в Украине, но там из-за определенных обстоятельств, которые мы все знаем, как бы не получалось. И первые дни мне знакомый с Киева показал пару красивых мест. Это Крещатик, Мост Дружбы вроде как так называется. И в целом мне понравилось. Я думал, что еще много увижу в последующие дни, но получил тут бабах. карантин. И все. Больше И ничего карантин. не видел, кроме стен, курьеров.
Ну и вокруг дома еще гулял в основном. Как тебе район, в котором ты живешь? Можешь не говорить район на камеру. Ну, район вроде нормальный, все, что мне нужно, есть. Как бы тихий вроде бы, с моей стороны точно. Поэтому все круто. Домой хотелось бы сгонять? К родителям Определенно, увидеть? да. За время карантина по всем соскучился, просто как-то эмоционально разгрузиться, хочется слетать. Ну, в планах есть полететь к родителям? Есть, когда будет больше свободного времени, когда, может быть, отпуск или какое-то окно между турнирами будет. Ну, они скучают за тобой, звонят? Да, мы раз в неделю, может быть, я сам звоню, разговариваю по видеосвязи. У меня там есть пару маленьких племянников, с которыми тоже постоянно общаюсь, тоже скучают. Вот. Скажи, как вообще проходил процесс адаптации к команде? Вот ты работал с психологом, ты работал с Женей Юджином, с нашим менеджером, с ребятами начал знакомиться уже, как-то скажем, плотнее. Сколько проходил этот период адаптации и какие сложности в этот период у тебя были? Ну, я думаю, адаптация до сих пор еще идет, потому что максимально как бы влиться я еще, наверное, не успел. Но в целом, когда я пообщался с пацанами уже с каждым отдельно, понял, как они себя ведут в некоторых ситуациях и стал, ну, как бы ближе к ним. Вот. Да, Женя и Глеб помогли в этом, показали пару фишек, которые помогли быстрее это все освоить. Ну и в целом сейчас, я думаю, мы сплоченная команда. Хорошо, ты можешь сказать, что твоя жизнь разделилась на до, скажем так, вступления в Нави и после? Могу сказать, что точно да, потому что... Точно да? По каким пунктам ты заметил изменения вообще? Ну, первое — это медийная составляющая, потому что стало очень много фанатов. К ним же добавились и такое же количество хейтеров, наверное, как и у всех это бывает. А потом, ну, в целом начали на улицах больше узнавать даже. Хотя я сейчас на улицу не часто выхожу, но... Но в Киеве кто-то узнавал Да, тебя в было. первые дни? Подходили к тебе, говорили: «Перфекто, привет, мы в тебя верим». Ну, я видел такие взгляды со стороны, которые показывали пальцем и, видимо, говорили: «О, это, наверное, перфекто». Но мне, конечно, это вроде и приятно, но все-таки как-то не по себе, потому что я первый раз такое ощущаю. Вот. Насколько медийка твоя подросла? Вот Твиттер и Инстаграм, если брать. Сколько подписчиков у тебя стало? Ну, в Инстаграме стало где-то на 1100 больше. У меня было там в районе 1000, стало 110, ну, где-то так. Плюс 100 сразу, Ну да? да, вот за это время. Неплохо, ребята, за мной. спасибо всем. В Твиттере? В Твиттере я вообще не был зареган. Сейчас зарегистрировался, ну там, может быть, 1010, не знаю. Для тех, кто хотел бы подписаться на аккаунты Ильи, мы сейчас выводим их снизу. Обязательно подписывайтесь, будете следить за жизнью этого киберспортсмена, нашего героя, нашего красавчика. Это так тебя прозвали в интернете. Расскажи, пожалуйста, что дальше вообще? Какие планы у команды? Через неделю у нас стартует DreamHack Masters. Мы к нему сейчас готовимся усердно. Потом будет опять же подготовка к новому Road to Rio. Он будет примерно летом, я не могу сказать точно когда. Ну и так постепенно к каждому турниру будем также готовиться. Надеемся, будет все без проблем. Расскажи, как менялась твоя игровая составляющая вообще в команде? Твои роли, как они менялись с того момента, как ты пришел в команду, как они градировали? Ну, в целом роли не совсем поменялись. То есть я пришел, у меня были определенные роли. Это там Б-опорник и люрк, может быть, где-то. Может быть, пару позиций поменялись там на оверпассе, но в целом я как бы уже привык к этим ролям и играю более уверенно. Все знаю. Бывали такие моменты, играешь на одной точке, вы там что-то трените, допустим, одну из карт, и тут все буквально с ног на голову, следующий день, нет, давайте играть по-другому, типа, давай ты будешь играть там, и вообще кардинально менялась точка, или все-таки такого не было? Ну, лично у меня нет, да и в целом вот за то время, пока я в Нави, такого я не видел. Может быть, где-то и есть. Все мы привыкли из сферы киберспорта к такому жесткому ритму, когда перелет, отель, иногда даже забывали, в каких городах просыпались. Сейчас все немножко успокоилось. Нравится ли тебе такая обстановка, если не брать во внимание карантин? Или все-таки в движении должен быть киберспортсмен и больше времени проводить в перелетах, в отелях? Ну, то есть действительно двигаться, экшен, чтобы был. Но лично мне больше нравится, конечно, все время движение. Это новые города, новые знакомства. Это все новые круто. Эмоции, да? Да, новые эмоции и эмоции от этих лан-турниров, потому что, да, я думаю, многие знают, что это совсем другое. То есть онлайн — это совсем другой КС.
Вот. Так что в целом я бы больше хотел полетать еще в новые города. Илья, ну а теперь рассказывай, как вы провалили выступление на Road to Rio, когда были безоговорочными фаворитами вообще? Я был в шоке, признаюсь честно. Ребята все тоже зрители, ты Да, сам и знаешь. мы тоже. Наверное, хейта ты получил хорошую порцию. Рассказывай. Так, ну, начнем с того, что, да, не все игры у нас получились. Как бы с первой игры у нас чувствовалось какое-то... Ну, мы как будто не играли в свою игру, как на ланах. Я думаю, одна из причин — это то, что мы как-то, может быть, переоценили соперника, играли не в свою игру, опять же. Еще, возможно, повлиял то, что это был формат турнира онлайн, а не лан. Возможно, на лане все было бы по-другому. Я уверен, что на лане мы бы выиграли. Вот. Все. Ну, то есть ты считаешь, что то есть тут два пункта. Первый не повезло, второе это была игра онлайн. Соответственно, что, чем онлайн он так помогает молодым командам обыграть такую именитую организацию, как НАТО Свинсеры? Ну, первое, не то, что повезло, все-таки и наша проблема тоже есть, то, что мы не выложились, ну, то есть не сыграли в свою игру. Вот. А насчет онлайна, да, то есть многие парни сидят, всю свою жизнь играют в онлайне, дома, у них это хорошо получается, а мы постоянно играли ланы, и для нас это новое, и поэтому вот как бы андердоги и могли выиграть в этих онлайн-матчах. Ну, то есть подготовка здесь, скажем, ни при чем. Подготовка была хорошая во время карантина, правильно? Можешь ты назвать вашу подготовку в онлайне, ну, то есть максимально удовлетворительной или нет все-таки? Потому что, ну, ты же сам понимаешь, дома, еще на самоизоляции мы все любим поиграть во всевозможные игры, что-то перекусить за компом, ты сам знаешь. Ну да. Провести там 24 часа во время карантина. То есть ответственно относились к тренировкам или нет все-таки? Ну, я за всех сказать не могу, потому что как бы я сам сидел дома один. Вот. Но я могу сказать, что мы делали все, чтобы максимально подготовиться. Возможно, конечно, подготовка на буткемпе дала бы больше каких-то возможностей, но получилось как получилось. Вообще, вот когда вы вылетели, Road to Rio для вас закончилась. Эта дорога действительно закончилась. Что было дальше? Какой разговор был с Блейдом? Был ли тильт какой-то жесткий? Ну, честно, вот многие говорят, типа, ты знаешь, да нет, все нормально, мы там поговорили, переосмыслили. Братан, мы знаем, и наша комьюнити знает, что когда ты вылетаешь с такого турнира, наверное, летят просто искры из глаз. Ну, по крайней мере, не знаю, я бы очень был раздосадован. У вас был какой-то серьезный разговор, типа, ребята, нам надо собраться, посмотрите, вы там облажались, типа, тут надо разбирать ошибки быстро? Или все были прям в тильте, что вышли из TeamSpeak и больше не заходили? Я думаю, отчасти и то, и другое. То есть мы успели поговорить, но все были в жестком тилте. Ну, лично сейчас могу сказать, что да, я очень расстроился, потому что, ну, как бы, если откровенно говоря, команда понятно, такого уровня, мы должны выигрывать. Я с тобой полностью согласен. А потом, какой период адаптации? Не было такого, все, мне надо отдохнуть там, типа, у парней? Но особенно нет. То есть, ну, то сразу на следующий день вы такие созвонились, окей, давайте играть, типа, или все-таки был день, два, три, может, неделька? На следующий день точно нет. Были выходные, там многие, ну, каждый про себя подумал, что он хотел, перезагрузились, сейчас с новыми силами дальше идем. Понятно. Сейчас как-то изменится тренировочный процесс? Блейд упоминал об этом что-то? Нет. Долгое время мы разговаривали, брали интервью у ребят, и все рассказывали, что мы там где-то к 11 собираемся и проводим сейчас там в игре там 5 часов. Сколько вы сейчас проводите? Ну, лично я еще работаю, помимо того, что мы играем с командой, отдельно с Андреем. И поэтому я провожу где-то от 6 до 10 часов, наверное, в день. Каждый день? Да. Соответственно, с утра ты садишься и где-то к 10 вечера, там, допустим, да, ты встаешь из-за компа? Ну, с перерывами, конечно, но вот вообще, да, так получается. С психологом есть связь вообще? Вы созваниваетесь? Ну, есть определенный день, там, я не знаю, как часто, может быть, раз в 2 недели, где мы обговариваем какие-то моменты, я могу что-то лично там рассказать, что у меня на душе, что там беспокоит. Глеб, он уже стал частью команды. Скажи, вот при проигрышах он близко воспринимает это к сердцу? Ну, я могу так, что он так же, как и мы, переживает за все эти проигрыши, так же досадно реагирует, поэтому мы как бы вместе это все переживаем, и он помогает нам. Что ты думаешь о последних патчах и вообще вот мете вместе с Крик? Как тебе вообще? Ну, я рад, что КС вернулась как бы к началу, когда были основные оружия, это Калаш и М-ка.
потому что это более классика, такая Counter-Strike. Ну, Крик мне всегда нравился все равно, потому что как бы можно было с легкостью типа, пристреливать авик, такого никогда в CS не было раньше. Но в целом сейчас, я думаю, все стало на свои места. Как ты вообще, ты бы хотел бы, чтобы кэш наконец-то вернулся? Вообще, как ты относишься к маппулу сейчас? Ну, могу сказать, что я не особо играю в Vertigo, она мне как-то не нравилась, потому что, мне кажется, эта карта просто не для CSGO. Я бы, наверное, хотел, чтобы обновили Мираж, потому что Мираж это, наверное, единственная карта, которая почти не изменялась уже сколько, 7 лет с начала CSGO. Вот. А в принципе, остальной маппул мне очень нравится. Как ты думаешь, какое будущее ждет киберспорт вообще? Вот если так поразмышлять, ближайший год. Если ты говоришь про киберспорт в целом или Counter-Strike? Ну, давай поговорим про киберспорт в целом и вообще про дисциплину КС. Мне очень интересно услышать твои мысли, потому что сейчас очень много об этом ходят каких-то слухов, многие делают какие-то предположения, но... Я думаю, КС как бы уже сколько лет, и он только становится популярнее. Многие говорят, что он вот умрет, выходит новые батл рояли, но все равно КС как бы в топе онлайна. Я думаю, возможно, просто будут выходить новые патчи с новыми... Вот движок новый хотят выпустить Source 2, и думаю, это все изменит еще к лучшему. То есть ты ждешь новый движок? Потому что я очень жду. Но многие говорят, что не особо изменится, потому что... Просто иногда я захожу в КСик, и мне кажется, что там немножко уже, знаешь, мохом все покрыто. У тебя такого не бывает? Ну вот смотри, честно, ты киберспортсмен. Раньше там многие понимали, что ты получаешь удовольствие, ты получаешь зарплату, ты получаешь призовые, если побеждаешь. И все такие, блин, класс, он шпилит, я хочу также шпилить. А сейчас выходит Warzone, который просто, невероятно реалистичен, он интересен, взрывы, большой арсенал. Нету такого, что ты заходишь в одну игру, и ты такой, блин, моя работа, она немножко устарела. Типа, знаешь, что-то такого. Не, вот в Warzone я играл, и да, есть такое, но я не задумываюсь об этом. Это просто игра, которой я могу отдохнуть от КС в какие-то выходные. То есть все равно КС мне близок. Даже если я не поиграю неделю, она меня там... я устану от КС, а через неделю я захочу играть в КС. Видимо, она мне уже прижилась. Но новый движок ты бы хотел все-таки, чтобы ввели? Ну да, что-то новое все-таки хотелось бы увидеть. А что по поводу вообще киберспорта? Уйдут ли все в онлайн или все-таки вернутся большие турниры? Да, я думаю, что да, потому что вот эти вот турниры, это и есть вот та атмосфера киберспорта, где все комьюнити собирается, крутая поддержка, крутые эмоции, мне кажется, это и есть часть киберспорта. То есть, подрезюмируя наше интервью, очень досадно и обидно, что вы проиграли Road to Rio. Были несостыковочки. Нельзя их назвать тактическими, можно их назвать, скажем, моральными. Где-то вы недооценили соперника. Плюс, блин, обидно. До сих пор обидно. Далее. Тренировочный вообще план ваш не изменился. Больше времени сейчас уделяете игре. Да, правильно или нет? Да. Можно так сказать. Возможно, изменились индивидуальные подходы у каждого, чтобы еще больше. Скоро будете планировать буткемп. Надеюсь. Хотелось бы, чтобы кэшек-то вернули. Верно? Vertigo забрали. Ну, можно так, да. Ждем новый движок. И, пожалуйста, пару слов для нашего комьюнити. Мы давно не виделись на канале. Сегодня очень плохая погода, ребят. Холодина. Мы выбрались наконец-то специально, чтобы записать для вас интервью, потому что еще везде режим ограниченного передвижения. Фанаты, спасибо, что болеете. Хейтеры, спасибо за то, что даете нам мотивацию двигаться дальше. Это все? Это все. Фанаты, спасибо, что болеете. Хейтеры тебе дают немножечко? Да, мотивация. Мотивация. И им тоже за это спасибо. Ты про них всегда помнишь? Нет. С вами был Алексей Костылев. Илья Перфекта. Хорошая погода. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся совсем скоро.